Всем привет, дорогие зрители моего канала. Я иду по улице поселка Тесово-Нетыльский. Это граница Ленинградской и Новгородской областей. Тут довольно глухие места, но в поселке есть детский сад и школа, двухэтажные каменные дома с центральным отоплением, магазин и даже дом культуры. Но по всему видно, что расцвет здесь давно позади. Нынче умирающий, когда-то этот поселок гремел на всю страну. На его примере видно, как опасно может быть опираться только на один экспорт полезных ископаемых. Что же привело Тесово-Нетыльский к расцвету, а потом к упадку? Ну, конечно же, это торф. Если смотреть на карту, то в 50 километрах северо-западнее Новгорода мы увидим большие озера. Тигода, Липово, Бебро и несколько озер поменьше. Окружены эти озера большими и почти непроходимыми кое-где даже сейчас болотами, на которых добыча торфа началась еще в 30-е годы 20 века. Но поистине звездный час для этих мест наступил после Великой Отечественной войны. Тепловым электростанциям восстанавливаемого Ленинграда требовался торф, а по довоенным торфяникам в Синявино и Назии война прошлась столь мощно, что восстанавливать их даже не пытались. Тесово тоже досталось в войну. Именно здесь погибла печально известная вторая ударная армия. Но разрушения здесь были не столь масштабными, ну и к тому же была возможность использовать как довоенный задел, так и те разработки, которые строили здесь немцы для своих топливных нужд. На многие годы Тесово стало основной базой ленинградской торфяной промышленности. Строились новые рабочие поселки, прокладывались дороги. В 70-е годы торфопредприятие Тесово добывало до 2 миллионов тонн торфа в год. Но все рухнуло в 1994-м, когда основные потребители тесовского торфа перешли сначала на мазут, а потом на природный газ. Добыча торфа резко упала. Чтобы поддерживать на плаву предприятие, пришлось продавать оборудование и вагоны, сдавать на металл рельсы. Я иду по железной дороге. Железная дорога совсем маленькая. Как вы видите, здесь совсем узкая колея. Всего 750 миллиметров. Обычная железнодорожная колея, ну, та, которая широкая, по которой настоящие поезда ездят, она 1520 миллиметров. И вот такой вот узкой колеи здесь, в Тесово, было больше 200 километров. Вывозили торф на станцию. Все это хозяйство обслуживало больше 300 тепловозов и вагонов. Когда настали тяжелые времена, большинство подвижного состава было распилено или продано. Но кое-что осталось. И, к большому счастью, нашлись энтузиасты, которые еще с начала 2000-х годов начали все это богатое хозяйство пытаться сохранить. Энтузиастами этими были бывшие выпускники Малой Октябрьской железной дороги. А детские железные дороги в России традиционно строятся как раз вот на такой узкой 750-й колее. А в 2014 году официально заработал музей Тесовской узкоколейной железной дороги. Именно сюда я сегодня и приехал на экскурсию. Ну, на самом деле, конечно, это не музей в полном понимании этого слова. Это действующая железная дорога. Причем, наряду с музейными экспонатами, по этой железной дороге продолжаются промышленные грузовые перевозки торфа. Так что здесь есть определенная вероятность увидеть самый настоящий грузовой узкоколейный поезд. Но даже если поезда и не увидишь, то все равно экспозиция этого музея очень-очень интересная. Здесь собраны практически все образцы подвижного состава, который когда-то работал на узкоколейной железной дороге. Начинается визит в музей с экскурсии по его территории. И благодаря детским железным дорогам эти машины в достаточном количестве сохранились. Сотрудники показывают локомотивы, показывают вагоны. Что самое интересное, практически в любой вагон или локомотив можно залезть и осмотреть его внутри. Причем сотрудники с большим удовольствием покажут и расскажут, чем этот механизм отличается от других и какая роль его была в работе железной дороги. И если смотреть на старые фотографии, то становится видно, какая огромная работа проведена музеем для того, чтобы вот из вот такого создать вот такое, да еще и двигающееся.
Ну а потом, после осмотра экспозиции, экскурсантов сажают в автоматрису или в специальный узкоколейный пассажирский вагон. И нас ждет поездка на озеро Тигода. Во время поездки сотрудники музея рассказывают про историю торфоразработок и историю поселка Тесово в целом. Ну а по приезду на озеро нас ждет небольшая прогулка по так называемой экотропе. Хотя на самом деле никакая не экотропа, а просто обычная тропа в лесу, которая выходит на берег довольно красивого озера Тигода. Ну и последним штрихом в экскурсии является поездка к памятнику погибшей здесь группе партизан. У памятника опять же рассказывают про военную историю этих мест. Власов, который отказался от эвакуации и в самом начале, и даже тогда, когда за ним прилетел последний самолет. Ну и таким же образом мы возвращаемся на территорию музея. Желающие могут заглянуть в кабину машиниста, своими глазами увидеть управление локомотивом. Ну а мне было интересно посмотреть на техническую сторону вопроса, поэтому я прошел в машинное отделение, чтобы послушать, как работает самый настоящий двухтактный дизельный двигатель 50 какого-то года выпуска, но тем не менее полностью оригинальный и рабочий. Ну а в самом конце экскурсии, уж не знаю как летом, но зимой паят горячим чаем из самовара с самыми настоящими баранками. Приехать сюда, конечно же, стоит, и, наверное, даже не только энтузиастам железных дорог, но и просто тем, кто любит технику. Любителям техники здесь есть где развернуться. Летом можно проехать до самих торфоразработок и посмотреть, как, собственно говоря, заготавливается торф. Летом здесь проводятся очень интересные военно-исторические экскурсии, посвященные подвигу Второй ударной армии. Летом здесь проводится фестиваль старой техники. Ну, в общем, музей развивается. Ну, и я желаю этому музею максимального процветания. В конце концов, вот таких вот интерактивных технических музеев, да еще и которые работают исключительно на энтузиазме своих сотрудников, очень-очень мало. Мне здесь понравилось, и я это место категорически рекомендую всем вам. Добраться сюда довольно-таки непросто. От Санкт-Петербурга нужно ехать с Витебского вокзала до станции Рогавка. От Новгорода до станции Рогавка ходят как рельсовые автобусы, так и автобусы обычные дорожные. Ну и, конечно, можно доехать на собственной машине, хотя дорога сюда довольно-таки разбитая и в целом не очень приятная. Насчет экскурсий в музее стоит договориться заранее. Ну а если у вас есть большая группа, это дает вам определенные преимущества в виде возможности приехать в любой выбранный вами день. Ну, главное договориться об этом всем заранее. Вот такая вот у нас получилась экскурсия в музей Тесовской узкоколейной железной дороги. Надеюсь, вам было интересно. Если вы сюда поедете, то обязательно напишите мне в комментариях, что вам тут понравилось, а на что хотелось бы обратить внимание. Ну что ж, с вами была Лисья Нора и я, Александр. До новых встреч!